Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на нашей еженедельной рубрике «Понедельник», да. Сегодня у нас уже идет вторая неделя июня. Что же у нас произошло, да, за прошлую неделю, что нам примерно ждать? В принципе, изменений было не так уж и много, но, тем не менее, картина все-таки прорисовывается все более интересная. То есть на S&P что мы сейчас наблюдаем? Это восходящий канал, сложным пробоем вниз, да, и нас закрепили обратно выше. То есть, но мы так и не обновили нашу вершину, да, то есть это 4250. Мы ее не обновили. То есть, если мы пойдем на обновление, то у нас будет, конечно же, здесь такой вот дивер, но сопротивление у нас уже вот пробито по RSI. То есть, RSI нам говорит то, что мы, скорее всего, здесь тоже дальше пробьем наверх, и будет какая-то новая, так скажем, дивергенция. Ну или же не пробьем, да, то есть пойдем вниз на поддержку, то есть это первая зона поддержки, это 4150. Почему я вообще сначала начал с S&P, да, потому что все-таки мировой рынок нам сейчас задает тенденцию, да, и корреляция между финансовыми рынками очень сильная, то есть напрямую зависит на курс биткоина, да, а уже от курса биткоина у нас формируется курс альткоинов. И получается, если мы пойдем ниже, да, и все-таки если пробьем эту зону поддержки, то мы пойдем в другую зону поддержки. Это получается на уровне где-то 4050 пунктов. Если же мы ее пробьем, да, то есть будет подтверждение двойной вершины, и уже данная поддержка, я думаю, не спасет. Мы придем сюда, ну, на проторговку, если только не придем, да, какую-либо. То есть вот так я оставлю данный рисунок и посмотрим, что же из этого будет. Если же мы все-таки пойдем на обновление, да, хай, то эта зона сопротивления уже будет в районе 400-300 пунктов. Вот я ее обозначил как раз и красным. Тогда, да, нас ждет еще отскок по биткоину, да, наверное, в район 38-39 тысяч долларов. Ну и давайте перейдем дальше. То есть на тотале, да, у нас сейчас формируется такой вот вымпел. Если я его рисовал по линейке, потому что на японских свечах довольно много шумов из-за теней, но как раз таки на линейке как раз видно, что у нас это все-таки вымпел, если он будет работать по TA, да, то есть это отработка вниз в зону поддержки, да, это в зону поддержки где-то 1,2 триллиона долларов по всей капитализации криптовалют. Если мы посмотрим Total 2, то уже там, конечно, тоже рисуется у нас больше, конечно, восходящий клин, нежели вымпел, да, то тоже, опять-таки, мы, если вот так мы поровнее нарисуем, то все-таки, да, мы поддержку пробили, и все, так скажем, кажется ретестом для дальнейшего похода вниз. Ну, еще плюс и шумок у нас является хорошим таким сопротивлением. На Total оно все-таки подальше, на Total 2 она все-таки поближе. Вот мы ее потрогали и пошли обратно вниз. То есть, если мы переключим на японский, вот мы, в принципе, это и увидим. То есть мы сейчас стоим вот как раз и над пропастью, да, над поддержкой, которую если сломаем, то, конечно, пойдем довольно-таки хорошо вниз. То есть это в район, наверное, где-то, ну да, процентов 10, я думаю, точно сходим. В районе 15, вот примерно следующая поддержка, от которой, в принципе, мы отскакивали. Что касается биткоина, тут такая двоякая ситуация. С одной стороны, мы сходили на нижнюю границу, да, и можем сейчас сходить на верхнюю. То есть вот мы, то есть, сходили на нижнюю границу поддержки, вот сделали третье касание, четвертое не дошло. Как раз здесь рисовали бычий PPR на 4 часах, да, то есть пробили падающий клин. Вот он был, да, и сейчас, то есть, мы его ретестим. То есть, если это будет ретест, да, и пойдем выше, то оттуда как раз таки можно пробовать лонг. То есть с отработкой в район, наверное, 37 500, 38 500. Вот здесь наше следующее сопротивление нашего как раз таки вымпела. Вот, то есть если мы рассмотрим, да, этот вымпел, то это вот как раз верхняя граница. У нас теперь сопротивление в районе 38 500. То есть если мы ее, конечно, пробьем, то сломаем вот эту медвежью формацию и пойдем как раз таки выше. Я как раз таки здесь и ждал то, что мы ее, скорее всего, пробьем, но мы в итоге не пробили. И как раз таки пошли вниз. А здесь же мы как раз таки сейчас трогаем нижнюю границу. И если мы здесь закрепимся, то есть это не обновляем вот это вот дно, да, которое мы рисовали, это район 35 тысяч долларов.
то, конечно же, мы отскакиваем. То есть здесь может пробовать лонгануть, но все-таки довольно-таки опасно. Но довольно небольшой стоп, ну и понимаете, то, что отработка может быть также невысокой. То есть если мы отрабатываем в районе 2000 наверх, да, то и стоп у нас, соответственно, в районе 800 пунктов, то опять-таки риск-реворд довольно-таки слабенький. Что касается эфириума, эфириум выглядит более так интересным, на мой взгляд, да, потому что здесь он все-таки может переформироваться, вот покажу лучше на дневке, он все-таки может переформироваться в фигуру как бы восходящий треугольник, да, или треугольник с плоским верхом, то есть вот так он может переформироваться по данным касаниям, да, то есть можно, конечно, вот лучше попробовать лонгануть эфир, то есть тут стоп, я думаю, в процентном соотношении будет чуть побольше, да, то есть там в районе 3-4, но и отработка, если пойдет, то довольно-таки интересная. Что еще тут есть из интересного? Тут есть чашка с ручкой, то есть это вот фигура, да, то есть вот это уже как бы может быть, потому что коррекция как раз таки по FIBA, да, наша ручка, она прям коснула ровно 0.5, то есть 0.5 по FIBA, это как раз таки идеальная ручка для данной формации, то есть идеально коснули 0.5 и отскочили, то есть это вот был уровень 2550, то есть мы уже отскочили на 200 пунктов, но уже стоп можно поставить в районе 2600, вот, то есть, ну, сейчас довольно-таки далекий стоп в районе как раз таки 150 пунктов. Ну, 100, 120, 130 пунктов, в принципе, да, для одного эфира. Цели, соответственно, если мы пробьем, это 3000, 3150 и 3300, а там уже дальше посмотрим, сможем ли мы пробить уже дневное как раз таки Ишимоку. Либо же мы это переформируем, там сходим, да, сюда вот где-то на $3000, переформируем его в восходящий клин, да, и пойдем опять-таки вниз. То есть такое тоже может быть, из-за этого жду пока какой-то явной формации, да, либо же небольшой скальпы на маленьких таймфреймах, то есть большую позицию на спот пока все-таки неохота набирать, потому что картина не ясна, можем и туда сходить, то есть тут пока картина, как я говорил ранее, непонятна, лично для меня. По BNB у нас тоже мы трёмся около поддержки, тоже восходящий такой клин. Тоже, если мы не сможем пробить, да, там, закрепиться вот выше 4, ну, даже 500, ну, в принципе, можем вот так сходить, конечно, ретестнуть вот пробитый наш тренд. Вот, если так сходим, да, то есть, ну, так начертим, да, это вот район где-то 500, вот ровно 500 сейчас находимся мы, да, если 500 протестируем, просто сделаем, так скажем, вымпел такого формата и пойдем обратно вниз, то есть, тут все, конечно, будет еще зависеть, куда пойдет биток. Так что смотрим еще за биткоином. Так, Ада, кстати, самый сильный, наверное, из нашего, так скажем, списка, да, который сохранил все-таки свою цену, сильно не упал, да, то есть, если рассмотреть Ада сейчас в лонг, да, он единственный, наверное, кто находится выше своего дневного облака. То есть, если Ада рассмотреть на покупку, то стоп вот в районе, наверное, я бы рассмотрел стоп за 1,6 баксов, при том, что потенциал роста у него может быть хороший. То есть я рассмотрю вот из всех, наверное, Ада к покупке, если буду что-то брать. То есть тут все-таки может быть двойное дно, опять-таки чашка с ручкой и с довольно интересной отработкой с целью вот, наверное, сходить в район 2 баксов, потом 2,2 баксов. Если мы пойдем все-таки по альтам вверх, я думаю, Ада тоже пойдет хорошо вверх. Дот тоже стоит около своей поддержки. Но опять-таки, это все-таки пока вымпел. Вот, даже можно сказать восходящий канал. Да, то есть, опять-таки, вот наша трендовая, мы ее еще и ретестнули. То есть по доту тоже пока больше шорт, да, либо же лонг вот с коротким стопом за 23 с целью сходить примерно на 28. Ripple восходящий канал тоже вымпел, но довольно-таки далеко пока поддержка. Если так, да, то мы ее уже и пробили. Если так начертить, то мы уже ее пробили, ретестим. Юни уже пробит, то есть мы можем переформировать, конечно, это все
в такой уже вымпел бычий, да. Но опять-таки касаний нижних у нас довольно-таки мало, и мы можем еще сходить в ниже. То есть опять-таки тут для скальпинга довольно маленький диапазон. Litecoin. Litecoin прям такой органический хороший вымпел. Прям вообще хороший такой прям вымпел с нижними касаниями хорошими. Вот, то есть опять-таки довольно маленький стоп, если смотреть лонг, да, но опять-таки этот лонг могут легко выбить и пойти ниже. Тут вообще вот, несмотря на все эти альткоины, да, охота сразу встать в две позиции. То есть это встать с коротким стопом за поддержку в лонг и с таким же чуть, ну, чуть побольше, да, стопом в шорт. Типа, если мы пойдем вот так, да, то есть в любом случае, даже то, что тут стоп у нас работает, мы все-таки на шорте заберем больше, да. И если мы, так скажем, пойдем вверх, да, то есть, то мы как бы, да, стоп поймаем по шорту, зато от лонга как бы заработаем, да, то есть в любом случае можно, так скажем, выпасть в плюс, да, но опять-таки, что может быть? То есть мы можем сходить, забрать стоп нашего там лонга, да, пойти выше и заберем еще и стоп шорта, то есть выйдем из обоих позиций. Также можем сходить сюда, да, и потом выйти сюда. То есть могут забрать наши оба стопа и потом пойти в одну из сторон. То есть опять-таки лучше смотреть, куда все-таки будет выход и от него уже играть. То есть из-за этого пока без позиции, друзья. Линк пока тоже. Тут по линку вообще, так скажем, ничего толком не смог нарисовать, потому что мало довольно-таки касаний. Если только смотреть то, что у нас тренд был пробит, да, вот здесь был у нас похоже на ретест пробитого нисходящего тренда, но опять тут пробита поддержка. Ну, наверное, больше рассматривал бы я как то, что мы пробили нисходящий тренд и ретестим его. Ну, опять-таки формируем потенциальный вымпел. EOS я переключил на линейку, нарисовал, да, то есть падающий клин потенциальный. Вот, если по-японски смотреть, то опять-таки мы можем нарисовать треугольник с плоским дном. То есть, опять-таки, он может быть. То есть, это все может опять работать вниз. То есть, заметьте, да, всю неделю, с начала, так скажем, июня, да, у нас было такое больше флетовое движение по альткоинам, ну и, в принципе, по битку. То есть, мы пока забиваемся в какую-то вот фигуру, да, которая может отработать, в принципе, наверх, да. Те, кто ждут, так скажем, 25, там, 20 тысяч долларов, да, обломать их, пойти выше, там, на 40, да, и потом, возможно, что-то там уже будет, ясно, да, либо же можем, да, все-таки пойти сразу, вот, и кто там ждет сейчас пробитие 40, то есть пока картина для меня лично не ясна, друзья, так что пока буду смотреть со стороны, вот. А если посмотреть по доминации, да, опять-таки, то опять-таки у нас есть еще поход вот в нижнюю сторону. Сейчас я включу недельный таймфрейм. Почему, да, еще я, кстати, назвал так видео, да, если мы как раз сходим сюда на 39%, да, и потом отскочим вверх, то это у нас будет глобальный восходящий такой вот канал, да, который мы можем пойти обратно сюда, там, в процентном соотношении на 76, да, на 75, ну, тогда, естественно, у нас будет криптозима для альткоинов, да, и для биткоина тоже в потенциале может быть, и потом уже оттуда пойти сюда уже куда-то вниз, да, и тогда уже будет новый какой-то альт-сезон, вот. Либо же все-таки пробьем мы и пойдем вниз, потом это будет какая-то дивергенция, наверное, большая, да, то есть, да, пока мы не обновили, хотя нет, в принципе, уже мы обновили это дно, вот, так что дивергенция, я думаю, не будет, если только смотреть на каком-то месячном таймфрейме. Да, то есть если на месячном посмотрим, да, будет обновление, и все это такой вот потенциальный дракон с выходом наверх. Ну, это уже такие вот пошли выдумки, то есть мы будем уже все-таки смотреть по факту, что же будет на самом деле. Пока все-таки доминация пока просится чуть ниже, то есть потому что был откат у нас с нижней границы, да, и пока, в принципе, можем еще чуть ниже сходить, но опять-таки поджатие с потенциалом наверх в виде падающего клина на доминации, этого отрицать я не буду, то есть в потенциале может и двойное дно быть, вот. То есть если это будет, то опять-таки слив по альтам, если же вниз, то будет отскок по альтам, то есть пока
все еще нахожусь без позиции, буду смотреть, возможно, буду брать какие-то скальпы, да, там на 15 минутах, на часовиках, да, то есть это строго фьючерсы, так скажем, с небольшими позициями, с небольшими целями и, соответственно, с небольшими стопами. С вами был на связи, друзья, Криптостудент. Надеюсь, данный обзор был вам полезен. Увидимся, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч!